Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Узорчиков уже очень много, поэтому для вашего удобства собраны небольшие коллекции, да, под названием плейлистов. Заходите, смотрите. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда будут новые видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, ребята, девчата, мастера, мастерицы, разные города, разные страны. Отдельный привет, отдельные слова благодарности. Спасибо большое. Вы моя группа поддержки, не устаю это в каждое видео говорить. Спасибо за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваши предложения, идеи. Я к вам с новым узорчиком. Сегодня у нас будут вот такие вот ниточки, да. Это уже остаточки вот таких вот ниток. Смотрите, это Yarn Art Baby. Они просто уже перемотанные, да, чтобы было удобнее. Новички, кто не знает, смотрите, это получается 100% акрил. Моточки небольшие, да, это уже тоже моточек повязали немножечко. 50 грамм, 150 метров. И нам здесь советует производитель. Так, где он советует? Вот он советует. Берите крючок 3,5 миллиметра. Вот. Мы берем 3,5 миллиметра нашу рабочую лошадку. Видите, вот он. Мне этим крючком удобно вязать. Так скажем, не сильно тоненький, не сильно толстый. Пряжа тоже именно показана для удобства вашего, чтобы вам было удобнее новичкам учиться. А мастера-мастерицы уже переносят на ту пряжу, с которой они будут вязать изделия, да? Ну что, приступим? Давайте начнем с какого? Давайте такого нежно-сиреневого, такого фиолетового. Мы сегодня с вами сделаем образец. Возможно, это образец будет... А дальше вы уже сами посмотрите, да? Это будет квадратный мотив. А вот для чего он будет, вы будете его использовать, это уже ваша фантазия. То есть это может быть либо подставки под горячее, да, либо это может быть пледики, либо это может быть чехольчики и так далее. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Итак, схемки нет. Я видела просто непосредственно само изделие, и из него, получается, составляла, так скажем, процесс вязания. Итак, давайте сделаем с вами колечко амигуруми, то есть вот так вот. Угу. Закатаем один разик. Ввели крючок в колечко аккуратненько, вот так вот, вытянули ниточку и сделали вот так вот, отпустили колечко, видите, вот держится, взяли вот так левой рукой колечко и сделали воздушную петельку, раз, понятно? Все, получается, мы вот так вот зафиксировали. Теперь что мы делаем? Мы должны будем сделать в колечко крючок, раз, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, оп, это называется столбик без накида. Еще раз точно так же сделали второй столбик без накида, еще раз третий столбик без накида, четвертый столбик без накида, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Понятно? 10 столбиков сделали. Теперь смотрите внимательно. Видите, у нас ниточка торчит. Подтягиваем вот так вот петельку, освобождаем. И берем за эту ниточку и тянем наше колечко, и колечко у нас сходится, видите? Оп, все. И вот так вот сошлось колечко. Красота, красота. Опять берем нашу петельку, подтягиваем, чтобы нам было удобно. И вот самый последний, первый, да, первый. Первый получается вот в этом колечке, да, и последний получается на крючке. Вводим крючок в первую петельку, вытягиваем ниточку и сразу же провязываем нашу петельку, которая была на крючке. Понятно? Вот такой у нас шарик, как бы кругляшочек, с вами маленький блинчик получается. Но это если вы собираетесь вязать одним цветом. Я собираюсь вязать каждый ряд новым цветом. Ну, вот такая задумка мастера, да? Итак, возвращаюсь немножко обратно. Получается, я ввела, да, крючок ввела в первую петельку. Вот таким вот образом. И здесь я присоединяю новую ниточку. То есть, получается, именно вот эти петельки я провяжу новой ниточкой. Вы можете старой, да, вы можете какой-любой другой, как хотите. Итак, взяла ниточку и сразу же провязываю. Раз, провязала. Теперь я делаю по узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, 3. И теперь я должна буду в каждую петельку, да, в каждый столбик, вот так вот возвращаюсь обратно сюда же, провязываю столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Видите дальше? Верхушка следующего столбика. Ныряю в эту верхушку, вытягиваю ниточку и провязываю 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Накид сюда же опять ныряю
И опять провязываю 2 петельки, 2 петельки. Понятно? То есть моя задача в каждую петельку предыдущего ряда провязать по 2 столбика. Но здесь будет такая особенность. Нам, получается, по итогу, если мы будем провязывать по 2 столбика, будет 20 столбиков. Верно? Верно, математика. А вот здесь какой момент? Мы должны будем после каждого 5-го столбика делать воздушную петельку. То есть, смотрите, мы провязали 1, 2, 3, 4. Дальше мы провязываем 5-й столбик. И после 5-го делаем воздушную петельку. Накид и сюда же еще 1 столбик. Понятно? То есть мы сохраняем по 2 столбика, но после каждого 5-го воздушная петелька. Повторяйте, потом поймете принцип. Идем дальше. Считаем. Это у нас получается 1-й. Дальше 2-й. Сюда же 3-й, да, по 2 столбика. В следующую петельку 4-й. И сюда же 5-й. Поняли? Теперь воздушная петелька. То есть здесь, получается, столбики с петельками живут в отдельном, так скажем, смысле от столбиков нижестоящего ряда. Итак, идем дальше. Следующий столбик. 1 столбик, сюда же 2 столбика. Далее 3 столбик, 4 столбика. Далее 5 столбик. И вот здесь делаем воздушную петельку и сюда же столбик. Понятно? То есть просто принцип. Через 5 столбиков воздушная петелька. Угу. Получается у нас 1 столбик. Дальше идем 2 столбик. Сюда же 3 столбик. В следующий, получается, петельку 4 столбик. 5 столбик. Вот воздушная петелька. Так. И ныряем в первый, получается, столбик, а именно в 3-ю петельку подъема. И вот так вот соединяем. Понятно? То есть, если внимательно посмотрите, да, то вот у нас 1 получилось, 2 воздушная петелька, 3, 4. Угу. То есть у нас был кругляшочек, и начинает формироваться квадратик. Все, нам этого как бы и надо было, да? Дальше вы провязываете либо этим же цветом, либо берете новую ниточку. Я буду менять цвет, но прежде чем я его поменяю, я должна буду дойти вот до 3-го столбика. Видите? 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Я иду до 3-го. Я сейчас в 1-м. Соединительной петелькой я прохожу 2-й. Мне просто так будет удобнее. 2-й. И в 3-й. Если вы провязываете этим же цветом, в следующий ряд будете, то вы просто так соединяете и дальше вяжете. А так как я хочу взять новую ниточку, вы можете взять либо совсем новую ниточку, либо вернуться к 1-й. Я буду возвращаться к 1-й. Вот. Взяла свою сиреневую ниточку и вот так вот провожу. Оп. Угу. Здесь ее не видно, но она уже в процессе вязания. Подтянули вот такую вот нежно-розовую персиковую. И теперь вот этой вот нежно-сиреневым цветом я буду делать 3 петли подъема. Далее сюда же я ныряю и делаю еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. По итогу у меня здесь получилось 5 столбиков, да, потому что первые 3 петельки подъема это тоже столбик. Вот такой как бы, ну, имитация веерочка. Дальше смотрите, что я делаю. Вот эти вот я столбики пропускаю, да, и идут там, где воздушная петелька была. Ныряю в эту воздушную петельку и делаю столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И ныряю сюда же и делаю вот такую вот рогаточку. Угу. Вот. Веерочек, рогаточка. Что делаем дальше? Накид. Опять отступаем 2 столбика. Вот этот столбик, 2-й столбик. В 3-й столбик верхушку ныряем. И провязываем 5 веерочек из 5 столбиков с накидом. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5 столбик с накидом. Так. Далее, после веерочка, рогатка. Вот там, где у нас воздушная петелька. Ныряем в рогатку. Ныряем в воздушную петельку, так скажем, да, в арочку. Делаем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом. Вот. У нас получается рогатка. Понятно? Если так внимательно посмотреть, то формируется еще больше квадратик. Давайте дальше точно так же. В 3-й столбик веерочек провязывайте. Потом в воздушную петельку рогатку. В 3-й столбик веерочек, воздушную петельку рогатку. Здесь я вас встречаю. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, я надеюсь, у вас всех получилось. Да, видите? Вот наши, получается, рогаточки формируют уголочки. Так.
Идем дальше. Наша задача теперь после рогатки соединиться вот с первым нашим веерочком, именно с первым столбиком. А первый столбик у нас было 3 петельки подъема. С третьей петелькой соединяемся и вот так вот раз. Угу, соединительной петелькой. Теперь необходимо опять мне дойти до третьего столбика. Ну, просто так будет удобнее вязать. Итак, доходим. Соединительная петелька раз в столбик. Соединительная петелька 2 в столбик. И тут я меняю ниточку. Вы меняете или не меняете. Смотрите, как вам удобнее. Итак, переключаюсь на эту же ниточку, которая у нас была в предыдущем ряду. Подтягиваю фиолетовую. Подтягиваю розовую. Не сильно, чтобы у нас не зажулькалось ничего. И опять здесь я провязываю точно такой же веерочек. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Сюда же возвращаюсь и еще провязываю здесь 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. По итогу получается опять 5 столбиков. Да? То есть первые 3 петельки это и есть столбик с накидом. Что делаем дальше? Одну воздушную петельку. Раз. И смотрите внимательно. Теперь мы идем к нашей рогатке, но не просто идем. Вот эту первую ножку рогатки мы вот так вот окружаем сзади наперед. Вытягиваем ниточку, так, и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вот так провязывается рельефный лицевой столбик с накидом. Очень красиво. Следующий столбик, делаем накид, ныряем в арочку и провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же опять ныряем, делаем столбик с накидом. Есть. Сформировали рогаточку. А вторую ножку провязываем точно так же, рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот так вот окружаем наш столбик, то есть крючок у нас позади, да, столбика, столбик впереди крючка. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Угу. Обязательно повторите, у вас в дальнейшем, когда вы будете дальше провязывать, будет очень красиво. Идем дальше. Воздушная петелька. И идем к нашему веерочку и опять берем за средний столбик, да, третий, и провязываем еще один веерочек. Раз, два, три, 4, 5. То есть получается, в дальнейшем у нас будет там, где веерочки, всегда будут веерочки. Угу. Воздушная петелька. И смотрите еще раз, как мы провязываем рогатку. Берем первую ножку. Вот так вот ее окружаем. Столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Накид. Ныряем в эту рогаточку. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. То есть обычно здесь столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же опять ныряем в рогаточку и провязываем вторую ножку нашей рогатки. А теперь вот эту фиолетовую ножку окружаем. Вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Как вам? Угу. Все, и так далее. Воздушная петелька и опять веерочек. Понятно? То есть так и будете вязать. Там, где веерочки, вяжете веерочки. Там, где рогатка, вы будете вязать вот такую вот красивую рогатку. Да? Ножки наружные будут рельефные, а внутренние, получаются, обычные столбики. Опять веерочек, опять рогатка. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, потихонечку вырисовывается красота. Так, делаем что дальше? Дальше мы присоединяемся после вот этой красивой рогатки, присоединяемся к первому столбику веерочка, а именно к 3 петелькам подъема. И точно так же, как в предыдущем ряду, шагаем до среднего ряда с соединительными петельками. И в третий, получается, столбик я здесь меняю ниточку. Оп. Угу. Подтянула чуть-чуть розовую. Сильно не тянем, чтобы не зажулькать. И точно так же веерочек. Раз, два, 3. И сюда же 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Угу. Веерочек. Что делаем дальше? Опять воздушная петелька. И мы идем к нашей красивой рогаточке. Будем делать ее еще красивее. Итак, первую ножку, да, красивую. Точно так же окружаем сзади наперед. Вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. Теперь вторую ножку точно так же окружаем, да, не обижаем. Вот так вот окружили и провязали точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. А дальше в арочку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Ныряем в арочку и провязываем вторую ножку нашей рогатки, так скажем, младшенькой, да, рогатки. А вот эти 2 оставшиеся ножки провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз,
И точно так же 2. Видите, что получается? Очень даже красиво. Все, опять воздушная петелька, и опять переключаемся к нашим веерочкам. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. Опять воздушная петелька. То есть поняли, да? Там, где веерочки, там так веерочки идут. Итак, повторяемся. Как мы будем провязывать красивую рогатку? Первый столбик рельефный лицевой столбик с накидом. Второй столбик тоже рельефный лицевой столбик с накидом. И третий столбик в рогатку обычный столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И начинаем с рогатки обычный столбик с накидом. А дальше рельефный лицевой столбик с накидом. И последний тоже рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька и повторяем опять веерочек, красивая рогатка, веерочек, красивая рогатка. Понятно? Вот. Вот у вас будет потихонечку вот так вот вырисовываться. Угу. Давайте до конца ряда, а здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Такой вот красивый цветочек у нас растет. Что делаем дальше? Вообще не сложно. Точно так же соединяемся к первым столбикам, да, к третьей петельке подъема. Оп, соединительная петелька. Опять шагаем второй столбик соединительной петелькой. Аккуратненько. И в третий столбик я опять меняю ниточку. Раз. Точно так же провязываем опять веерочек. 1, 2, 3. Сюда же ныряем. Провязываем второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Веерочек готов. Так, соблюдаем все наши веерочки. Воздушная петелька. И теперь смотрите. У нас здесь уже 3 ножки, да, получается, рогатки. Мы берем за первую ножку. Уже умеем, да, провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. За вторую ножку рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь уже и за третью ножку рельефный лицевой столбик с накидом. А четвертый столбик просто ныряет, да, и провязывается обычным столбиком. 3 воздушные петельки. И сюда же опять вторая ножка этой рогаточки. И возвращаемся. 3 столбика, которые были до этого связаны, мы их провязываем все рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1, 2, 3. Видите? То есть вот так вот наша расходится, как елочка такая, да? Вот. Красиво очень. Идем дальше. Воздушная петелька и опять наш веерочек. Все, несложно, да? Теперь вы поняли принцип. До конца ряда вы провязываете точно так же. То есть теперь у вас будут 4 столбика. Воздушная петелька. И вот 1, 2, 3 столбика рельефные лицевые в арочку 4 обычный. Поняли, да? То есть соблюдаем такой же принцип. Провязываем точно так же. Давайте. Уже вы справитесь, вы уже большие молодцы. До конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая вырисовывается красота. Что делаем дальше? Я вот уже соединила, да, то есть, ну, все, тот же самый принцип остается. То есть мы соединяем с веерочком, так, и опять направляемся к центру веерочка. В моем случае это будет уже последний веерочек, да, а вы можете вязать до бесконечности. Вот так вот увеличивая, увеличивая, увеличивая. Единственное, что когда вы в этот ряд вязали, наверняка вы заметили, что начинает немножечко как бы уже краешек, ну, стягивать. Поэтому мы сейчас будем с вами, смотрите, как вязать. Меняем ниточку. Так, на новую. Опять у нас здесь идет веерочек. 1, 2, 3. Сюда же 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот здесь мы с вами делали одну воздушную петельку, да, переключались вот на вот эти вот рельефные столбики. Здесь сделаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Немножечко как бы расширим, да, периметр нашего узорчика. Все. И дальше смотрите, как мы делаем. Мы провязываем первый столбик рельефный, мы провязываем его рельефным столбиком с накидом, есть. И вот здесь мы сделаем одну воздушную петельку. 1. Переходим ко второму рельефному столбику, провязываем его вторым, также рельефным столбиком с накидом. Так, опять делаем воздушную петельку 2. А следующие 2 столбика провязываем друг за дружкой. 1 и рельефный 2. Понятно? Но это еще не все. Здесь, получается, мы в арочку, когда ныряем, будем провязывать обычный столбик 1 без накида и обычный столбик 2 без накида. И все. Возвращаемся, смотрите как.
Первые 2 столбика провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и второй рельефный лицевой столбик с накидом. После 2 столбиков делаем воздушную петельку, провязываем 3-й рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушную петельку, 4-й рельефный лицевой столбик с накидом. И к веерочку, когда идем, делаем 2 воздушные петельки. Понятно? Не запутайтесь. И в верхушку, получается, 3-го столбика провязываем опять веерочек. Раз, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. Понятно? Вот. То есть у вас потихонечку как бы и выравнивается краешек, ну и пошире становится, да? Давайте еще раз повторю. Итак, между веерочком и между вот этими вот рельефными столбиками у нас здесь в этом ряду будет 2 воздушные петельки. Раз, 2. Далее провязываем рельефный лицевой столбик с накидом 1. И после него воздушная петля. 2 рельефный лицевой столбик с накидом. И после него воздушная петля. А вот 3 и 4 провязываем друг за дружкой. Раз и 2. Так. Далее. Вот непосредственно в нашу арочку ныряем и провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2. И все. Больше здесь ничего не вяжем. И возвращаемся обратно точно так же. Столбик с накидом 1, рельефный лицевой. Столбик с накидом 2, рельефный лицевой. А вот дальше воздушная петелька. Столбик с накидом 3, рельефный лицевой. Воздушная петелька, столбик с накидом 4, рельефный лицевой с накидом. Угу. Вот такая вот красота. Опять делаете 2 воздушные петельки и направляетесь к веерочку. Договорились? Если что, перематывайте. Видите, он так вот у нас начинает еще больше превращаться в квадратик. Был кругляшок, да, потом был какой-то многоугольник, а теперь уже начинает вырисовываться в квадратик. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, уже практически наш квадратик, да? А теперь смотрите, мы присоединяемся к первому, получается, столбику, к 3 петелькам подъема. И сразу же я буду менять цвет, сразу же. Вот так вот раз, потому что дальше у нас пойдет обвязка, и она должна быть уже новой ниточкой. Итак, воздушная петелька, и сюда ныряем, сразу же делаем столбик без накида. Подтянули сиреневую. Идем дальше, смотрите. У нас получается здесь вот 5 столбиков. Это будет наш уголок. Так? Получается первый столбик, да, мы провязали одним столбиком без накида. А вот второй столбик провязываем здесь 2 столбика без накида. Это получается угол, это будет поворот. Нужно здесь увеличить количество петелек. В 3-й столбик точно так же 2 столбика без накида. 4-й столбик 2 столбика без накида. Все, мы с вами повернулись. А теперь провязываем по одному столбику. Столбик, столбик. 2 воздушные петельки, значит 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик. Дальше. Верхушку следующего столбика ныряем, провязываем столбик без накида. Тут у нас была с вами воздушная петелька. Ныряем в эту арочку, столбик без накида. Следующий столбик, столбик без накида. Опять была воздушная петелька, в арочку ныряем, столбик без накида. Следующий столбик, столбик без накида. Потом сразу же столбик, столбик без накида. Тут у нас было 2 с вами столбика. Мы их точно так же провязываем. Где столбик, там и столбик. Так. Дальше начинаются наши рельефные столбики. Первый столбик мы провязали. Второй столбик провязали. Здесь воздушная петелька. Нырнули, провязали. Столбик провязали. Между 3 и 4 тоже была воздушная петелька. Нырнули, провязали. Столбик провязали. Дальше. Здесь у нас, получается, были 2 воздушные петельки между рельефными, между веерочком. Ныряем, провязываем 1 столбик, 2 столбик. Тут опять внимательно. Первый столбик и последний провязываем по одному, да? А 2, 3, 4 по 2 столбика. Это поворот. 1, 2, следующий. 1, 2, следующий. 1, 2 и в последний 1. Понятно? И так далее. Опять, там, где 2 воздушные петельки, 2 столбика. Тут помним, да? Столбик, воздушная, столбик, воздушная. Так и вяжем. Столбик, воздушная, да? Столбик, в арочку, где воздушная. Следующие 2 столбика друг за дружкой. 1, 2. Все без изменений. Следующий у нас получается здесь всего лишь 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик. Угу. Опять рельефные лицевые. 2 вместе, вот так вот у нас идут друг за дружкой.
А тут, получается, идет воздушная, столбик, воздушная, столбик. Ну, принцип поняли, да? Вот, видите, краешек выравнивается. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас здесь встречу. Договорились? Посмотрим, что у вас получается. Давайте. Итак, смотрите, вот довязала до конца. Вот она обвязочка. Красота. Так. Ну, конечно, видно, где изнаночка, где лицевая. Смотрите, какая аккуратная изнаночка. Вот. Лицевая сторона, рельеф. Очень красиво видно, да, необычно. Вот такой вот крестик получается. Ну, что могу сказать? Вяжется очень легко и просто. Остаточки ниточек можно использовать? Можно. Можно одним цветом? Можно. Смотрите, рояль в кустах. Опа! Я попробовала связать и одним цветом. Вот такая вот получается красота. То есть, если это будет пледик, вы знаете уже, да, как сшивать по краешку. Я показывала на квадратненьких мотивах. Если это будет самостоятельное, да, какое-либо изделие, подставочка, может быть, под горячее, да, выбирайте, конечно, пряжу, нитки, из какого материала будете делать. Вот она изнаночка, все аккуратненько, вот она лицевая сторона. И вы можете продолжать до бесконечности. Вы поняли, да? То есть вы просто будете прибавлять воздушные петельки здесь, например, да? Вот здесь вот между веерочками воздушные петельки. А здесь вы будете прибавлять просто в арочки еще столбики, да? То есть у вас здесь 4 столбика, может потом 5, 6, 7 и так далее. То есть это может быть расти, 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 да, до нужного вам размера вот такой вот непосредственно узорчик. Интересно? Я считаю, что очень интересно. Мне, по крайней мере, понравилась затея, идея. Остаточки ниточек классно уйдут. А можете связать реально вот такой большой интересный плед из нескольких мотивов. Да? И мотивы можете сделать больше, а можете сделать меньше. Ну, на ваше усмотрение. Вы же мастера, вы дизайнеры. Давайте замерим. Сколько же интересно получилось. Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. И маленький вот этот вот 8. Ну, это где-то около 14 сантиметров, да? Вот. Если вы правильно свяжете, сошьете, да, то есть краешки будут, естественно, ровные. Видели, как девчата, лайфхаки такие, они когда делают мотивчики, да, у них такие есть дощечки, а на дощечках вот такие вот штырики как бы стоят. И они по размерчику вот так вот одевают по краешкам. Раз, одели, натянули, все, и все у них квадратики одинакового размера, одинаковой формы. Здорово, супер. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось, в копилочку ваших идей, да, что-то интересненькое свяжете, покажете в Инстаграме. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда будет новое видео на моем канале. А также не забывайте делиться своими друзьями, с подружками в соцсетях. Под видео находится стрелочка «Поделиться». Пожалуйста, делитесь, мне будет очень приятно. И до новых видео. Спасибо, что смотрели видео до конца. Всем пока-пока.